Всем привет, это Тостер. У нас, как всегда, много интересного о домашней технике. Более 500 видео на канале, реальные обзоры и тесты. И в этом видео мы покажем вам, как рождается техника, которой многие из нас пользуются, ну или будут пользоваться. Мы приехали в Минск на завод по производству стиральных машин «Атлант». Он работает здесь, в Беларуси, уже с 2007 года, ну скоро уже 20 лет. Хороший такой опыт производства. Вот мы увидим, как создаются современные стиральные машины. У нас, кстати, есть видео про одну из стиральных машин, сошедших с конвейера именно этого завода. Там интересно, посмотрите, ссылку оставим в описании этого видео. Ну что, идем на завод «Атлант». Ну, вообще, с чего все начинается? Конечно, с разработки техники. Все стиральные машины «Атлант» разработаны именно специалистами компании. Дизайн, конструкция, функциональность, рабочие характеристики. Вот и все важнейшие моменты, они не с потолка берутся, проводится анализ спроса, чтобы выяснить, что вообще нужно нам с вами, пользователям, какая, в данном случае, стиральная машина нам нужна. Дальше возникает инженерно-конструкторское решение, исходя из расчетов деталей и узлов, анализа комплектующих и материалов, и технических требований к ним. Проводятся патентные исследования, поиск поставщиков, если это необходимо, наладка производства деталей и узлов на заводе. Плюс бытовая техника должна выглядеть красиво и современно. Естественно, вместе с инженерами, с конструкторами работают и дизайнеры. Проводятся производственные испытания, тесты разработанных моделей, и дальше модель стиральной машины уходит в серийное производство. Ну и рассказ о том, как работает завод «Атлант», о том, как собираются здесь стиральные машины, начнем с механического цеха. Здесь происходят, создаются пластиковые детали для стиральных машин. В частности, вы видите за моей спиной, это баки стиральных машин, не путать с барабанами. Вот она, эта пластиковая крошка, из которой потом получаются баки стиральных машин. И дальше все это засасывается вот в эту производственную линию, и там уже происходят все процессы, штамповки, вообще создания бака. Баки создаются, в двух частях, скажем так, да, задняя стенка, передняя стенка. Это говорит о том, кстати, еще, что баки у стиральных машин «Атлант», они разборные, вот предвосхищая вопрос про разборный, неразборный бак, да, они разборные. Ну и вот, уже готовые вот эти пластиковые элементы бака. Это немецкое, кстати, оборудование все. И здесь уже такая финальная обработка происходит, чтобы дальше эти детали, они, шли в производство. Это тоже часть бака стиральной машины, но задняя часть. Опять же, видно, что баки разборные. И вот здесь прямо мы видим процесс, как устанавливается, как робот берет втулку. И вот там внутри, вот в этом огромном роботе происходит, собственно, соединение втулки с задней частью бака. Втулка и подшипники, они в итоге именно здесь попадают сюда, вот в бак. Ну и вот, собственно, уже готовый бак для стиральной машины. Здесь он с втулкой, с подшипниками. Он еще теплый, потому что, только из печи, что называется. И вот, кстати, этот бак, чтобы дальше пойти в производство, он должен, что называется, настояться почти как вино, что ли. Потому что он должен отдохнуть там от 12 до 24 часов. Да, но это, вот я сказал, готовый бак, на самом деле не совсем готовый, это задняя часть, конечно, бака готовая. Дальше она соединится с передней, туда вставят барабан, и это будет уже такая готовая конструкция. Мы это покажем дальше. Ну и вот, он должен отлежаться там 12 часов минимум, чтобы дальше пойти в производство и выдерживать вот те нагрузки, которым он будет подвергаться. Это такой важный тоже момент технологии производства. Да, еще одна интересная особенность, вы видите, что разные цвета, да, по сути это разные материалы, это так называемые стеклонаполненные, а это мелонаполненные. Смысл в том, что вот этот материал, он рассчитан, на большие, скажем так, нагрузки, да. Это касается отжима, потому что вот эти баки из такого материала, из такого пластика, они используются в моделях, где отжим от 1000 оборотов, 1000, 1200 и так далее. А вот это, кстати, литьевая машина белорусского производства, и здесь мы видим, как производят дисплеи для стиральных машин «Атлант». То есть материал поступает сюда гранулированный, и вот мы получаем дисплей. Собственно,
Ну, на вид просто, на самом деле это, конечно, такой сложный технологический процесс. И, собственно, вот что мы получаем. Они еще теплые прямо. Чтобы стать по-настоящему дисплеем, нужно нанести на него все вот необходимые символы, чтобы пользователю было удобно и чтобы все это вообще в реальной машине работало. Это делается методом тампопечати. Вот розовый тампон, и используется фотополимерная пластина. С нее забирается информация, изображение и переносится вот чернилами, с чернилами переносится на дисплей. И, в общем-то, все готово. Эта краска, она очень быстро высыхает, она быстро сохнущая. И, в принципе, там минут через 15-20 вы уже, ничего с этого дисплея стереть не сможете. Это архисложно, и именно поэтому это все будет работать, долгие годы. Есть и другой способ изготовления дисплеев, это цифровая печать. Такой цифровой станок, используется 5 цветов. Собственно, наносится краска, и дальше, чтобы ее быстро закрепить, происходит просушивание с помощью ультрафиолета. И вот на определенные модели стиральных машин дисплеи изготавливаются именно таким способом. Так, от пластика мы уже перешли в цех, где производят обработки металла. Здесь, металлические листы, кстати, это сталь, это нержавеющая сталь полированная. Ее получают из России, это российская сталь. Здесь происходит, собственно, нарезка необходимой длины материала, металла, нужной для формирования барабана, сварка, перфорация, естественно, происходит. И вот потихонечку, вот на этой технологической линии мы уже можем, собственно, видеть, что барабан стиральной машины, он, собственно, обретает черты барабана, становится похож на тот стиральный барабан, который нам привычен. Вот сварка барабана, установка крестовины, завальцовка, это все происходит здесь, и это реально очень интересно. Честно говоря, вот как вы, кто-то любит смотреть на то, как стиральная машина стирает, такая медитация, да? Вот здесь также медитация, на это можно долго смотреть, безумно интересный процесс. И вот если вы видели, что здесь все автоматизировано, в смысле производства самого барабана, то все-таки есть моменты небольшие, которые делаются вручную. В частности, вот эти гребни, и захваты для белья, для вещей пластиковой, они ставятся здесь вручную. И, собственно, вот уже дальше готовый барабан стиральной машины с крестовиной, со всеми вещами, перфорированный. Он уже, собственно, может отправляться дальше финально на сборочный цех, но мы до него еще доберемся. Продолжаем с металлом. Следующий этап производства. Здесь делают корпуса стиральных машин. Тоже мы видим, все начинается с металлического листа. Это черный металл, это металл российского производства. Он сюда поставляется в Беларусь. И дальше вот целая технологическая линия, длинная. Здесь формовка, штамповка, нарезка металла. Пресс, который работает с усилием до 600 тонн. В общем, это все, вот эти все технологии, причем, посмотрите, они, максимально автоматизированы. Здесь все автоматизировано. В частности, вот вы видите один из этапов производства корпуса стиральной машины, где, собственно, на часть корпуса заднюю, боковую, прикрепляется передняя панель, металлическая, опять же, стиральной машины. Это все, вот эти все формы, вот то, как это все выглядит, стенки, ребра жесткости, все отверстия технологические, необходимые в стиральной машине, это все получается из листа металла изначально прямо здесь, на этом заводе. Роботы, автоматизация, это все хорошо, но все-таки, если человек не проверит, мало ли что может случиться. И контролеры отдела качества выборочно, из партии корпусов, которые производятся, собственно, осуществляют проверку соответствия корпуса стиральной машины заданным параметрам. И на основе этих данных, понятное дело, получается понимание того, что с партией произведенных корпусов тоже все нормально. Все в порядке? Да, все в порядке. Отрубились все отверстия, все были отверстия проштампованы, скажем так. То есть, чтобы все соответствовало... Да, все налиты тех отверстий с концов. Здесь отверстия, чтобы были проштампованы. Каждый раз для меня это немного волшебство. Это не первый мой завод, но я всегда удивляюсь, как из листа металла обычного
в итоге получается уже то, ну, что потом будет долгие годы служить, да, и помогать нам, что называется, в быту. Это, конечно, еще не готовая стиральная машина, это почти готовый корпус стиральной машины, но мы с вами в конце этого видео увидим, что сходит с конвейера. Ну и дальше корпуса стиральных машин уходят на окрашивание. Это все называется одним словом окрашивание. Конечно, это многоэтапный процесс. Начинается все, конечно, с обезжиривания. Здесь специальные щелочные растворы, которые, собственно, наносятся на корпуса. И вот для того, чтобы корпуса подготовить максимально к окрашиванию качественному. Ну, вообще, стиральные машины Атлант, у них, скажем так, трехуровневая защита от коррозии. Вот первый уровень защиты, он здесь происходит обработка корпусов, это называется цинк-фосфатирование. И такой тоже антикоррозийный слой. И дальше вот это все здесь происходит, ну, закрытый этап, здесь сложно показать по-другому. И дальше мы даже можем видеть, что после цинк-фосфатирования изменяется цвет корпуса немного, да. То есть мы видели вот те корпуса, которые на входе были, черный металл, а здесь уже такой отцвет, прям металлический отцвет. И явно видно, что уже нанесено покрытие другое. И дальше корпуса уже двигаются в катапорезные ванны. Я уже говорил, что завод Атланта такое залипательное место. Вот я залипал там на конвейере, а сейчас продолжаю залипать здесь. Ну, смотрите, это красиво, это реально красиво. Что происходит? Вот уже оцинкованный кузов стиральной машины, скажем так, это реально такая же технология окрашивания, которая используется, ну, вот, при окрашивании деталей автомобилей. Вот корпус стиральной машины, он дальше опускается в катапорезную ванну. Ну, по сути, это как грунтовка, подготовка к окрашиванию. И это все вместе, оно максимально защищает стиральную машину от коррозии, потому что, ну, все-таки условия работы стиральной машины, они такие, что нужна хорошая защита. Ну и вот, здесь начинается такой финальный, по сути, процесс окрашивания. Вот эти корпуса, уже знакомые нам, они заходят вот в эту технологическую линию окрашивания. Это порошковое окрашивание. Там внутри очень интересно, потому что, ну, там наносится сам краситель, сама краска, и корпуса, они поворачиваются там задом, передом, боком. В общем, чтобы все было окрашено максимально хорошо, чтобы и снаружи, и внутри корпус был окрашен. И дальше следующий этап – это просушивание высокотемпературное, потому что под воздействием горячего воздуха корпус, краска, она приобретает глянцевость. И это в итоге получается вот третий такой дополнительный защитный антикоррозийный слой, антикоррозийная защита. Ну и плюс декоративная, конечно, история. То есть глянцевый цвет приобретает вот стиральная машина, знакомый всем нам белый глянец. Ну вот они, красивые корпуса, уже покрашенные, такие уже узнаваемые очень, да, силуэты стиральных машин. И вот этот этап очень интересный. Здесь контролер качества, он осматривает вот покрашенные корпуса на предмет того, чтобы они были действительно хорошо окрашены. Если все окей, ставится стикер специальный. Если нет, то машина с линии удаляется, корпус с линии удаляется и идет на повторное окрашивание. Ну и далее мы уже видим, как потихонечку начинается такой финальный этап производства стиральной машины. Здесь в корпус устанавливается сливной насос, а кроме того, ножки стиральной машины тоже устанавливаются вот здесь, вот на этой линии. И дальше вот этот вот уже такой подготовленный корпус, он уже уходит на основной конвейер сборки, на который мы сейчас пойдем. Ну, на время попрощаемся с корпусами стиральных машин, конечно, мы к ним еще вернемся. А здесь уже конвейер, где происходит сборка, ну, так называемого стирального агрегата. Вот то, куда вы кладете белье, то, куда наливается вода, в барабан стиральной машины помещается в бак. Здесь устанавливается нагревательный элемент, стенд, и дальше вся эта конструкция собирается. И помните, я вначале говорил, когда были в механическом цехе, про баки. Да, вот здесь баки именно разборные. Это, ну, такая максимальная ремонтопригодность техники стиральной машины. Ну, если в случае чего, там можно поменять подшипники, это все довольно легко делается. Следующий этап. Здесь устанавливается манжета люка резиновая. Кроме того, амортизаторы. Ну, в общем, все для того, чтобы стиральная машина нормально работала.
Ну, собственно, бетонный противовес тоже необходимый элемент конструкции стиральной машины, чтобы она у вас не прыгала по полу, чтобы когда при отжиме. Но на самом деле там очень много факторов: не перегружать стиральную машину и не догружать. Но бетонный противовес — это такая неотъемлемая часть конструкции. На самом деле он не один в стиральной машине, но вот здесь происходит установка. Вот можно сколько угодно рассказывать о том, как производят стиральные машины, но если в стиральную машину не поставить мотор, то все это, в общем, теряет смысл. И вот здесь, собственно, мотор устанавливается в этой части конвейера. И сейчас будет комментарий: ну а что там за моторы, ну что там, китайские, наверное. Не, ребята, моторы белорусские. Это полностью свое производство, начиная даже от моторов. Так что вот здесь они устанавливаются. Это асинхронные моторы. Именно здесь мотор, по сути, сердце стиральной машины, устанавливается в нее, в стиральную машину. Ну и вот снова наши любимые корпуса стиральных машин. Здесь их укомплектовывают шлангами, проводкой, необходимой для работы, для функционирования стиральной машины. А вот этот этап очень интересный. Здесь стиральный модуль, стиральный блок, он уже соединяется с корпусом. То есть готовый стиральный блок с противовесами, с мотором, с барабаном, с баком, естественно. Он уже устанавливается в корпус. Еще немного, и мы получим полностью собранную стиральную машину, готовую к работе. Вот я сказал, что мотор — это сердце стиральной машины, но современная стиральная машина, она же немыслима без электронных мозгов. И вот электронные мозги, они вот прямо здесь в нее и попадают. То есть приходит вот этот вот корпус со стиральным модулем сюда, вот на следующую сборочную линию, уже финальную сборочную линию, сборочный конвейер, и здесь ставятся электронные платы сюда. Ну и вот чтобы пользователю самому в эти электронные мозги стиральной машины не залезать, для него устанавливается специальный удобный интерфейс управления стиральной машиной. И вот эта панель управления, собственно, на этом этапе она и становится частью стиральной машины. Здесь она устанавливается. Ну и потом нам с вами так вот удобно стиральной машиной управлять. Еще один этап производства — это установка люка стиральной машины, вот загрузочного уже со стеклом, и дальше она попадает на станцию приема сдаточных испытаний. А что там происходит, я вам сейчас расскажу, это интересно, пойдем. Это вот уже похоже на такую лабораторию своего рода, это называется станция приема сдаточных испытаний. Здесь каждая произведенная стиральная машина, не выборочно, а именно каждая, проходит проверку на определенные параметры, на основные параметры, важные для ее работы. Это и электробезопасность, и герметичность, в нее наливается вода, выливается вода, и обороты отжима, и то, как машина реагирует на нажатие кнопок, отклик, да, вот для пользователя важный. Ну, в общем, все важные параметры работы стиральной машины проверяются здесь. И напомню, каждая стиральная машина проходит такую проверку. И уже такой завершающий практически этап производства стиральной машины. Вот здесь устанавливаются кюветы для стирального порошка. Ну, разная информация, вот наклейки, да, это все, что она уже такая практически, как мы видим ее в магазине. Осталась еще верхняя крышка, и прямо здесь вот палета конвейерная, она меняется на пенопластовую. Это уже подготовка к хранению и к транспортировке стиральной машины. Ну и дальше пойдем посмотрим, чем же все заканчивается. Вот там видно, как уже крышку устанавливают на стиральную машину, и она уже, реально становится той стиральной машиной, которую мы все знаем. В данном случае стиральная машина Атлант. И дальше, перед тем, как начинается уже упаковка, да, еще один этап проверки качества, контролер качества, но он проверяет внешний вид стиральной машины, чтобы он соответствовал, скажем так, эталонному, да, стандарту внешнего вида. Если что-то не так, то вот здесь, вот по этим роликам, вот та стиральная машина, которая неправильно получилась, внешний вид, который не соответствует нужному, она вот сюда вот уезжает, и здесь, что называется, ее доводят до ума уже. Смотрите, какая милота, такой уют, вот цветочки в конце производственного конвейера. Да, все хорошее рано или поздно заканчивается. И вот этот мега интересный процесс производства стиральных машин, он тоже подходит к своему завершению. Собственно, нам осталось вам показать только упаковку. Она тоже роботизирована, вот во многих моментах. И вот так это происходит. Специальный робот вот так растягивается полиэтиленовую пленку, и вот таким образом все это красиво происходит. Дальше стиральные машины отправляются на склад, и там уже логистика, их развозят по магазинам в Беларуси, в России и другие страны.
И еще важнейший момент. Кроме приемно-сдаточных испытаний каждой модели на конвейере, на заводе есть еще отдельная многофункциональная лаборатория, где выборочно стиральные машины, разные модели из производимых партий или новые, которые готовят к производству, проходят различные тесты. Проверяется качество стирки, это именно европейские стандарты испытаний с использованием определенных программ стирки, условий, температур, эталонных загрязнителей и сравнительного анализа с результатами стирки в так называемой эталонной стиральной машине. Износостойкость материалов и узлов, работа машин на предельных нагрузках для контроля реального рабочего ресурса – это все тоже здесь проверяют. Даже такие моменты, как качество лакокрасочных материалов и пластика. Собственно, именно по результатам и есть возможность у производителя давать расширенные гарантии. 3 года на стиральную машину, 5 лет на мотор и вообще декларировать 10-летний срок службы стиральных машин Атлант. Ну вот, как я люблю говорить, вы все видели сами. Максимально подробно показали производство стиральных машин на заводе Атлант в Минске. Ну, что скажете? Пишите свои впечатления в комментариях. Я на разных производствах был, разной техники, в том числе и заводы стиральных машин, посещал там в Европе, в Корее, в России. Ну и здесь, в Минске, все на отличном современном уровне. Автоматизация, современная логистика, всех производственных процессов. Прокачанная проверка качества продукции, сходящей из конвейера. Ну и в итоге мы получаем очень широкую линейку реально современных стиральных машин. Компания Атлант производит сейчас более 80 моделей стиральных машин. Это, собственно, то, что нужно нам, пользователям, чтобы было эффективно, удобно, экономично в эксплуатации, по разумной цене, долговечно и чтобы выбор был широким. Стиральные машины Атлант вполне сочетает в себе все эти моменты, и гарантия, между прочим, именно от производителя 3 года на стиральные машины Атлант. И напомню, обзор и тест одной из топовых стиральных машин Атлант, она тоже сходит с этого конвейера, вот эта модель с паром, можно посмотреть у нас на канале. Ссылку оставим в описании этого видео. Это тостер из Минска, из Беларуси, с завода бытовой техники Атлант. Мы не делаем из домашней техники сенсацию, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Ну и о том, как она вообще появляется, создается, чтобы появиться потом в наших домах и сделать нашу жизнь сильно легче, согласитесь. Делитесь этим видео с теми, кому нужна хорошая стиральная машина. Как-то даже приятнее, мне кажется, покупать и пользоваться техникой, когда знаешь, как ее сделали. Видишь это своими глазами, по сути. Ну или с теми делитесь, кто просто любит видео про заводы. Мы есть на всех главных площадках: YouTube, Рутюб, ВК-видео, Дзен. Заходите также на сайт Toster.ru, есть мы в Телеграме и даже в Одноклассниках. Найдете не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. До новых заводов, обзоров и тестов. Пока!